Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас приготовила вот такую красивую повязочку. Повязка называется солоха, с такими вот лепесточками. На весну для деток идеально будет. Хорошо сидит на головке. Как повязочка смотрится на детках, я оставлю фотографию в начале видео. Похожую повязку я уже вязала на своем канале, называется повязка бант. Но идет немного по-другому, тоже с такими вот лепесточками. И если кому-то будет интересно, переходите под видео в инфобоксе, я оставлю ссылочку по вязанию повязки банта. А сегодня мы с вами свяжем повязку солоху. Смотрите, она вот так вот вынимается и превращается в такую вот обычную полоску. Сначала мы с вами свяжем вот такой вот лепесточек, потом отверстие такое. Далее мы будем вязать прямое полотно, далее обратно отверстие и лепесточек. В дальнейшем вы можете носить повязку, как вам больше нравится. И вот таким вот перехлестом, и вот таким вот перехлестом. Так как этот узор двухсторонний, как с лицевой, так и с изнаночной стороны, он смотрится одинаково. Можно выбирать, какая сторона у вас лучше получилась, такой стороной и носить. Смотрите, она так без проблем вдевается, и получается такая вот повязка. Данную повязочку я вязала из пряжи Alize Baby Wool. Метраж данной пряжи 50 грамм, 175 метров. Вязала в 2 ниточки. Сегодня мы с вами свяжем вот такую вот чудесную желтую повязочку, тоже пряжи Alize Baby Wool. Повязочку я вязала на спицах 3,5 миллиметра. Расход данной повязки примерно 53 грамма на окружность головы от 48 до 52. Она вот хорошо тянется и подойдет как на 48, так и на 52 сантиметра. Если вам понравилась данная повязочка, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста мы набираем 4 петли на одну спицу. Далее вяжем. Кромочную петлю мы снимаем первую, не провязывая на протяжении всего вязания. Далее 2 лицевые петли. Последняя петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной. Переворачиваем вязание и вяжем далее. Кромочную снимаем, далее делаем накид, 2 лицевые, накид, последняя изнаночный. Это был у нас лицевой ряд. В лицевом ряду мы будем с двух сторон делать накиды. В изнаночном ряду провязывать все петли лицевыми. Кромочную снимаем. У нас идет накид, мы его провязываем за заднюю стеночку, чтобы не образовывались дырочки. Далее идут 2 лицевые. И также накид мы вяжем за заднюю стеночку лицевой петлей. И последняя петля кромочная. Далее у нас идет лицевой ряд. Кромочную петлю мы снимаем. Накид, 4 лицевые. Накид и кромочная. В изнаночном ряду накиды провязываем за заднюю стеночку короткую. Далее лицевые все. И кромочная. Смотрите, у нас уже на спице 8 петель. Вяжем далее в лицевом ряду в начале и в конце делаем накиды, изнаночный ряд вяжем лицевыми, накиды провязываем за заднюю короткую стеночку до тех пор, пока у нас на спице не будет 22 петли. Ну вот, я провязала до тех пор, пока у меня на спице не получилось 22 петли. После того, как мы провязали с вами вот такой вот уголочек, смотрите, вот это вот самая широкая часть, это будет ширина нашей повязочки. Кому не хватает ширины повязки, можно пару петель еще добавить. У меня это получается 10,5 сантиметров. Глубина
5 сантиметров. Если у вас плотность вязания другая, нежели моя, можете ориентироваться не на количество полученных петель, а на сантиметры. Далее мы с вами вяжем без убавок и прибавок 16 рядов. Кромочную петлю мы с вами снимаем, не провязывая. Далее все петли вяжем лицевыми. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Это мы с вами вяжем первый ряд. Переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Также все петли лицевыми, кромочную снимаем и вяжем все петли лицевыми. Мы с вами связали 2 ряда. Таким же образом вам надо еще связать 14 рядов. В итоге получится 16. Смотрите, данные 16 рядов можно регулировать кому как нравится. Если вам не хватает длины лепесточка и хочется, чтобы он был больше, значит вы вяжете не 16, а больше рядов. Если вам много лепесточка, вы хотите поменьше его связать, значит вяжете меньше рядов. По мне вот 16 рядов идеальная высота лепесточков. А вы смотрите, как вам больше нравится. 2 ряда мы с вами уже связали. Встретимся, когда свяжем еще 14 рядов. В итоге получится 16. Ну вот я связала 16 рядов в высоту просто обычным полотном без прибавок и убавок. Это у меня получилось 8,5 сантиметров. Лепесточек мы с вами связали. Далее вот такое вот делаем отверстие. Смотрите, я возьму одну прямую спицу, одну спицу на леске. Смотрите для чего. Переснимаем петли на 2 спицы. Первая петля идет на одну спицу, вторая петля идет на вторую спицу. И так чередуя переснимаем петли. Третья петля на первую спицу, четвертая на вторую, пятая на первую, шестая на вторую. Итак, мы, чередуя петли, снимаем на 2 спицы, и у нас получится на 2 спицах по 11 петель. Если у вас нету спицы на леске, можно воспользоваться и обычной спицей. Просто мне удобнее, когда спица вторая будет на леске. Ну вот, пересняли все петли на 2 спицы. Смотрите, когда вот петли находятся на спице, не очень удобно будет провязывать вот эту вот нашу верхнюю спицу. Я переношу нижние петли на леску, и тогда у нас полотно более эластичное. И далее вяжем на каждой спице по 14 рядов в высоту. Сначала с этой спицы 14 рядов в высоту, потом с этой спицы 14 рядов в высоту. Смотрите, каким образом. Первую кромочную снимаем, вяжем немного потуже, чем обычно. У нас, конечно, будет получаться немножко растяжки, но делаем как можно их меньше. Далее они не особо будут видны, когда мы свяжем всю повязочку. Последняя петля кромочная, вяжем изнаночной. Первый ряд связали, переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Первую кромочную петлю мы снимаем, далее все петли вяжем лицевыми. Кромочная последняя вяжется изнаночная. Вторые наши петли находятся на леске, и они особо нам ничего не мешают. Если бы они находились на спице, более неудобно было бы вязать. Делаем как вам удобно. Второй ряд мы с вами провязали, переворачиваем вязание, и у нас получается уже будет 3-й ряд. Встретимся,
Когда мы провяжем еще 12 рядов, в итоге получится 14 рядов. Смотрите, я провязала 14 рядов в высоту. У нас получилось вот таких вот дорожек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 дорожек, 14 рядов. Далее мы эту спицу откладываем и будем теперь вязать отдельно вот эти вот петли. Берем ниточку. Если вы вяжете одной ниточкой, то можете взять с середины клубочка, либо со второго мотка. И далее, приставляя вот так вот ниточку, первая кромочная петля у нас будет не сниматься, а провязываем ее лицевой. И далее все петли вяжем лицевыми. Немножко туже, чем обычно, чтобы не образовывались сильно большие протяжки. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Это мы с вами связали первый ряд. Переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Первая кромочная петля снимается, и далее все петли вяжутся лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Второй ряд мы с вами провязали, и у нас получается уже будет третий ряд. Встретимся, когда мы провяжем еще 12 рядов самостоятельно. В итоге получится 14 рядов. После того, как вы провязали петли на второй спице, у вас вот таким вот образом должно получиться. Далее ниточку со второго клубочка можно обрезать. Обрезанную ниточку я предпочитаю лучше сразу спрятать. Потому что когда мы соединим, нам неудобно будет вот здесь вот прятать ниточки. Крючком прячем ниточку. Завязываем узелочек. Немножко протягиваем ниточку в нашу повязку. И можно обрезать. Также мы спрячем вот эту вот наборную ниточку таким же образом. Смотрите, я спрятала кончики. И теперь можно соединять две наши спицы. Теперь таким же образом, как мы разъединяли спицы, мы собираем все петли на одну. Это наша ниточка с основного клубка. Со второго клубка мы обрезали ниточку и спрятали сразу кончик. Берем спицу и сначала переносим петлю с основной спицы. Вот рабочая наша ниточка. Вторую петлю переносим с дополнительной спицы второй, третью с основной, четвертую с дополнительной. И так чередуя переносим все петли на одну спицу. Вот так вот у вас должно получиться. Далее нам надо связать основное полотно повязки. Давайте пару рядов мы с вами свяжем. Кромочную петлю мы снимаем. Далее все петли вяжем лицевыми. Первый ряд немного посложнее будет связать. Остальные как обычно. Если вы снимали петли так же, как и я, то все петли вяжем за верхнюю стеночку, правую. Если у вас петли какие-то получились перекрученные, тогда смотрите, где у вас правая стеночка, за правую стеночку и вяжите. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Первый ряд мы с вами провязали, переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Кромочную петлю снимаем и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной.
Далее нам надо провязать вот это вот основное полотно нашей повязки. Если вы вяжете на своего ребенка, можно сразу примерять на ребенка и ориентироваться на длину. Лепесточки и вот эту вот петлю учитывать не нужно, только основное полотно. Смотрите, у меня в этой повязочке вот таких вот дорожек получилось 65. Это получается 130 рядов. В сантиметрах в нерастянутом виде это примерно 35 сантиметров от петли вот такой вот нашей до петли. Но на голове она будет сидеть в растянутом виде. Растягивайте насколько вы хотите, чтобы повязочка ваша сидела по головке, вот. И она у меня тянется до 52 сантиметров. Встретимся, когда провяжем основную длину повязки. Далее мы с вами будем вязать вот такое отверстие и лепесточек. Ну вот, я связала длину моей повязочки. Это получилось, как я говорила, 65 таких вот дорожек. Давайте я померю, сколько это будет сантиметров. Мерю я от того, где мы соединяли петли на одну спицу. Ну вот у меня получилось 33 сантиметра. После того, как мы связали всю длину повязки, мы с вами должны сделать такое вот отверстие. Для этого, как мы делали в прошлый раз, петли переснимаем на 2 спицы. Первая петля на первую спицу, вторая на вторую, третья на первую, четвертая на вторую. И так мы чередуем петли, переснимая на 2 спицы. У нас должно получиться на каждой спице по 11 петель. Как я повторюсь, вторую спицу я беру с леской, чтобы мне удобно было провязывать петли с первой спицы. После того, как мы пересняли петли на 2 спицы, я сейчас буду, как мы делали это в начале, на каждой спице вязать по 14 рядов. Первую петлю снимаем и далее все петли вяжем лицевые. Немного вяжем туже, чем обычно, чтобы у нас образовывались поменьше протяжки. Это буквально мы вяжем так один ряд. Далее все оставшиеся 13 рядов вяжем с такой плотностью, как обычно. Переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Третий ряд кромочную снимаем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Три ряда мы с вами провязали. Далее вяжем самостоятельно еще 11 рядов. В итоге получится связанных 14 рядов. После того, как мы связали с вами 14 рядов в высоту, далее нам надо связать со второй нашей спицы также 14. Присоединяем ниточку со второго клубочка. Первую петлю кромочную мы не снимаем, а провязываем лицевой и присоединяем ниточку со второго клубочка. Так. Далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная вяжется изнаночной. Так как это у нас первый ряд, немного вяжем потуже, чем обычно. Второй и все последующие ряды вяжем с такой плотностью, как обычно вы вяжете. Приступаем ко второму ряду. Кромочную петлю мы снимаем и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Мы с вами связали второй ряд. Теперь каждый самостоятельно вяжет еще 12 рядов. В итоге получится 14 связанных рядов. Встретимся, когда провяжем еще 12 рядов. У вас вот таким вот образом должно получиться. Ниточки со второго клубочка я обрезаю. Мне они больше не понадобятся. Далее, как и в первом случае, я спрячу кончики вот сюда вот.
Ну вот, кончики мы спрятали с вами, у нас осталась ниточка только с первого основного клубочка. Теперь берем спицу и переснимаем все петли на одну спицу. Первая петля будет идти с основной спицы, там где у нас рабочая ниточка. Вторая петля с дополнительной спицы. И так чередуя: третья петля, четвертая с дополнительной, пятая с основной, шестая с дополнительной. И так чередуя петли, мы переснимаем все на одну спицу. У нас получилось на одной спице все 22 петли. Можете посчитать, чтобы ничего не упустить. Теперь нам надо, как и вот в первом лепесточке, провязать обычной платочной вязкой без прибавок и убавок 16 рядов или столько рядов, сколько вы вязали. Вяжем все петли лицевыми за правые стеночки. Если вы снимали так же, как и я, то у вас правая стеночка будет лежать сверху. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Переворачиваем вязание. Кромочную петлю мы снимаем и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная вяжется изнаночной. Мы с вами провязали 2 ряда в высоту. Теперь таким же образом провязываем самостоятельно еще 14 рядов. В итоге получится 16. После того, как мы связали с вами в высоту 16 рядов без каких-либо прибавок и убавок, нам надо теперь убавить петли до 4 петель. С тех петель, которых мы в самом начале начинали. Первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая, далее вяжем все петли лицевыми до последних 2 петель. Последние 2 петли провязываем вместе за переднюю стеночку лицевой петлей. Далее вяжем изнаночный ряд, так же само. Кромочную петлю мы снимаем, все петли вяжем лицевые, не довязывая 2 петли. У нас остается на спице 2 петли, вяжем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. У нас получается вот такая вот ровненькая косичка. Третий ряд вяжем так же само. Кромочную снимаем, все петли вяжем лицевыми, не довязывая 2 петель. Последние 2 петли вяжем лицевой за переднюю стеночку, 2 вместе. Итак, мы убавляем петли, в лицевом ряду вяжем по 2 петли вместе в самом конце и в изнаночном так же само, до тех пор, пока у нас на спице не получится 4 петли. Ну вот, у меня на спице 4 петли. Смотрите, каким образом мы их будем закрывать. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Лицевая 1, далее первую петлю набрасываем на вторую. Следующие 2 петли вяжем вместе лицевой петлей за верхнюю стеночку, и также первую петлю набрасываем на вторую. Вытягиваем петлю и обрезаем ниточку. Хорошенько разровняем наш лепесточек и ниточку вдеваем в петлю и затягиваем. У нас получился вот такой вот второй лепесточек. Далее мы должны протянуть крючком наш кончик и спрятать в лепесточек. Протягиваем по петлям, делаем далее узелочек и обрезаем. У нас получился вот такой вот узелочек.
Таким же образом мы с вами спрячем и второй наш кончик самостоятельно. После того, как мы спрятали все наши кончики, у нас получилась вот такая вот замечательная повязочка. 2 лепесточка. Здесь вот такие вот петельки, отверстия с двух сторон. Первое и второе. И такая вот полоса платочной вязки. Далее, так как повязка у нас двухсторонняя, смотрите, какая сторона у вас лучше получилась, где меньше кончиков спрятанных. И далее продеваем один лепесточек в отверстие второго. И у нас получается вот такая вот замечательная повязочка. Как в желтеньком цвете, так и в таком вот шикарном мятном цвете смотрятся повязочки красиво и очень эффектно. Когда будете надевать на голову, не обязательно развязывать вот эти кончики. Можно и просто одеть как обычную повязку на голову ребенка. Если вам понравился данный мастер-класс по таким вот чудесным повязкам, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.